путь была, так скажем, грубо говоря, долгой. Ну, не долгой, но просто до недвижимости я много чем занимался. И, ну, я рассказывал, я официантом подрабатывал, в казино, в отелях, в университете работал, в фирме аренда машин работал, и кальяны тоже продавал, да. Ну, я потом начал работать в 2014 году. Я начал работать в компании Ноянлар. Это самый крупный застройщик на острове. Им уже 50 лет. Начал там работать в послепродажном сервисе. Вот. Устроился туда, им нужен был такой человек, который знает русский, английский, турецкий. Это послепродажный сервис, это сдача квартир, подготовка квартир, объектов. Люди покупали объекты, квартиры, да, недвижимость. К их приезду должна была быть готова квартира. Там тут же полный ремонт сдается. Там окна проверял, шкафы, то все четко. Если какие-то недостатки есть, то я записывал, отдавал прорабу, они доделывали. Вот. Этим занимался почти, больше 2 лет. Вот. Почти даже 3 года. Потом я перешел на продажу. Мне взяли, сказали, потому что во время послепродажного сервиса, да, я еще продавал тоже недвижимость клиентам. Мне хорошо получалось. Вот. Потом наш коммерческий директор, супруга нашего генерального директора компании Ноянлар, она перевела меня в отдел продаж, к себе взяла. Там работал где-то год, больше года. Потом я дорос до ассистента генерального директора нашего по СНГ странам. Я был его ассистентом, я делал его встречи, там инвесторов встречал, сидел с ними, ужинал, завтракал, либо обедал, вместо нашего директора, да. Или он тоже там присоединялся к нам, да, и я переводил, помогал. Это было ужасно, потому что он очень сложный человек, хотя он очень хороший, умный, но очень сложный, с ним работать очень сложно. И во время, знаешь, если там обед с клиентами, с инвесторами, да, там, которые крупные покупки, либо встречи с нашим директором, я не мог нормально кушать. Он разговаривал, а я переводил. Потом мне говорит: бро, а что ты не кушаешь? Я говорю, вы разговариваете, не даете мне кушать, говорю. Вот такие нюансы были. Где-то полгода работал ассистентом генерального директора. До этого я тоже хотел уходить всегда, но меня не отпускали. Я хорошо выполнял свою работу, меня не отпускали, потому что я любил свою работу. Да, вот как бы разговор же есть такая тема, что либо делай любимое дело, либо люби то, что делаешь. Это не было моим любимым делом, я не знал, что когда-нибудь я буду заниматься недвижимостью. Но я влюбился в это дело, и вот начал работать. И в конце концов я сказал, что, ребята, я ухожу, пока, до свидания, я хочу открывать свой бренд, свой офис, свою фирму. Я хочу уже, есть когда ступеньки поднимаешься, я вижу, что ступеньки есть, я могу подняться. И попробовал, и поднялся, не упал. Вот. И вот начал, основал компанию, вот этот Sun Republic. Так, теперь мой ход, да? Я думаю, что тебя надо чуть-чуть запугать. Я уже боюсь и так. Чуть-чуть тебя запугать. На это выпускаем коня на поле боя. Опа. Опасно. Опасно. Так, хорошо. А насколько опасно узнать у тебя, как из всех разных сфер деятельности получилось так, что недвижимость оказалась тебе больше всего по душе? Ну, я из-за того, что я работал в недвижимости, да, в компании, я думаю, что я влюбился просто в это дело. Я реально любил свое дело. И потом со временем ты понимаешь, что недвижимость это, так скажем, самая дорогая вещь в мире. Самая дорогая. И мы с детства привыкли, знаешь, инвестировать в недвижимость, покупать недвижимость. Это бетон. Вот коробки бетон, это в квартире имею в виду, да. И что думал, что мне вот интересно, знаешь, продавать людям, да, вот недвижимость, рассказывать, почему она хороша здесь на Кипре. Вот мне нравилось всегда рассказывать, вот объяснять, рассказывать, продавать. Не знаю, откуда у меня такое пошло. Ну, так-то вот, не знаю, начал любить свое дело. Я до конца не знал, что этим буду заниматься. Я перед уходом, уже понял, что реально мне надо этим заниматься. А когда я работал еще у застройщика, у меня еще была своя мойка, потом я продал, потом была фирма уборка. Тоже 6 месяцев, 7 месяцев работал, потом я тоже уже не успевал, когда открыл уже агентство недвижимости. Но я параллельно много чем занимался, знаешь, я постоянно что-то делал. И потом вот пришел к ней, как-то сам не понял. Оно само. Да. Да. Следующий этап. Ваш ход.
Мой ход. Мгм. Я боюсь ход делать. Так. Это можно, опа, сюда. Не хочет, чтобы я своим офицером его порубила. Да. Тогда такой вопрос у меня. Были ли у тебя наставники или какие-то коучи, кто тебя поддерживали или вдохновляли на этом пути? А я пойду назад, пожалуй. Наставник, я бы сказал, что это, так скажем, воспитание отца с детства, так скажем, ну, может быть, наставник, да, показывал путь, как туда-сюда правильно жить. А коуч, ну, можно сказать, что реально я вдохновился очень, слушая, ну, или читая книгу Роберта Кийосаки, вот, «Богатый, бедный папа». Потом я «Заговор богатых», «Денежный поток», там, не знаю, там еще много книг было, что там этот, про Джек Ма Али Баба, который говорил, что сегодня будет плохо, завтра хуже, но послезавтра обязательно будет лучше. Вот эти вот нюансы и ключевые слова, которые я сегодня избирал, я постоянно их слушал. Аудиокнигу, их постоянно слушал. Вот. И мне самое главное одно запомнилось. Я не знаю, это правда или нет. Типа мужик пошел к Билл Гейтсу, говорит, давай мой сын женится на твою дочку. Он говорит, почему? Говорит, потому что мой сын говорит, директор швейцарского банка. Говорю, тогда хорошо, это, типа поженились. Потом пошел к швейцарскому банку, ну, не знаю, там, руководителем там какой-то, если есть, знаешь, говорит, что я хочу, чтобы мой сын был директором вашего банка. Он говорит, почему? Он говорит, да потому что мой сын, говорит, зять Билл Гейтса. Вот эта фраза, я не знаю, просто читал, я не думаю, что это правда, я не знаю, я про Билл Гейтса вообще не читал, не знаю. Просто мне понравилось, и я по такой же схеме основал, грубо говоря, не компанию, а весь офис и все этот, реально, весь этот бизнес. Все начинается с идеи, да? Да, не нужно иметь миллионов, не знаю, или десятки тысяч, либо сотни тысяч, что-то основать, что-то сделать, реально. Просто нужно умный ход, да? Я запомнил одну фразу нашего директора, генерального директора Ахмед Нуяна, когда я работал в Нуянаре. Это был 15-й год. И говорит, однажды, говорит, мужик, он задал нам вопрос, что нужно делать, чтобы у вас мозг хорошо работал. А мы все не знаем, что... Кто-то говорит орехи кушать, кто-то говорит, не знаю, молоко пить, кто-то говорит айран, кто-то говорит кебаб, донер, шаурма. Ну, какая фигня такое, знаешь. Он говорит, знаете, что говорит? Один мужик пришел к хирургу, лучший хирург в мире по операции там мозгов, да, вот головы, мозг. И говорит, доктор, говорит, выпиши мне лекарство какое-нибудь, да, витамины, чтобы у меня мозг хорошо работал. Он говорит, а таких лекарств нету. Он говорит, а что мне делать-то? Ничего, говорит, просто заставь свой мозг думать. Я считаю, что к этому, да, вот иду, что я считаю, что в мире нет тупых людей. Ну, кроме тех, которые рожденные, да, вот этими, либо там симптомы Дауна, эти, как называть эти, либо там, не знаю, какие-то, ну, извиняюсь за выражение, там больные, да, это не считаю, да, вот обычные люди, нет тупых людей, реально. И фраза то, что вот с утра до ночи пахать, у тебя все получится, это тоже вранье. Пакистанцы весь день пашут, африканцы в Эмиратах, пакистанцы, индусы, все это не от этого зависит. Я тоже пахал, тоже днем и ночью пахал, я вижу, что это не то. Просто нужно заставить свой мозг думать и рискнуть делать движение. Когда я ушел с компании, я знаешь, как думал? Ну, потому что когда я ушел, мне много из застройщиков позвали. Не буду называть имена, но я не пошел и сказал, ребята, я ухожу, чтобы свои дела открывать, а не на кого-то работать. Но я думал, что я знал, что если у меня вдруг не получится, но я не думал, что у меня не получится. Просто в уголок мозга где-нибудь, кружочек маленький, да, что у меня в детстве даже не получится, я пойду любому застройщику, любое агентство меня возьмет на работу. Потому что я уже почти 6 лет работал у застройщика, самого крупного застройщика острова. Это очень большой плюс, да, для всех этих, типа с Нуанара идем. И еще я знал как языки и турецкий, и русский, и английский. И пишу, и разговариваю спокойно, без проблем. Yes, I speak English, yeah. Ich spreche. Ой. Sprechen Sie Deutsch? Шах. Нельзя так рано делать шаг. Отвлекай. Ты мне что, зубы заговорил? Так, хорошо, пока я ухожу от твоего шаха,
Скажи, ты начинал в недвижимости давно. Как М. отличался рынок и условия работы агентов вот тогда и сейчас? А я попытаюсь пока что уйти от этого шаха быстрого. Так, это же... Что, я поддаюсь? Не, все Нет, нормально. я ушла. Все верно, ушла, да. Ну, смотри, если я так скажу, ну, в мое время, как бы, ну, лет там 5-6 лет назад, когда было, тогда мало было фирм агентств недвижимости, и все хорошо, как бы, спокойно работали, и все знали свою работу. И агентам было легче работать по недвижимости, да, и клиенты, приезжавшие, тоже были всегда, так скажем, в безопасности, ну, не атакуя со стороны других агентств. Но со временем это все увеличилось, потому что застройщики начали всем раздавать эти бумаги, договор о сотрудничестве. Всем раздавали, всем клиентам. Но это неправильно. Неправильно. Конечно, закон здесь тоже должен был бы подействовать или задействовать, да. А сейчас всем раздавали, и сейчас кто понимает, не понимает, только приехал, в соцсетях видишь везде. Я вам расскажу все. Видишь, человек один работает. Самой первой новостью у меня про недвижимость. Да ты кто такой? Ты откуда вообще взялся? Один человек, ни фирма, ни компания, ладно, сказал бы хорошо. И тут невозможно. Ты не можешь сказать, что я самый лучший. Я тоже не могу сказать. Никто не может. Может быть, одним из лучших, да, но самый лучший... Я точно не самый лучший. Либо моя фирма. Есть и те фирмы, которые, знаешь, давно работали. Ну, невозможно сказать, что самый лучший. Вот, и к чему иду? Начали всем раздавать договора о сотрудничестве, и все начали работать с агентом. И когда они привозили людей, продали раз, два, а потом у клиента вопрос есть, а он не отвечает, не знает, что делать. Либо закон неправильно не знает, либо не того адвоката посоветовал, либо не тот объект купили. Потому что с недвижимостью нельзя шутить. Нужен человек, реальный эксперт, который объяснит. Если покупай это, то почему это? Если это, то почему это? Ты должна объяснить. Не все проекты инвестиционные, не все. Особенно эти высотки, которые там 15, 20, 25, 30 этажей. Никогда. А вот эти люди, которые привели своих, не знаю, кого-то поймали по соседству, либо со школы, с университета, привели, продали, а потом получается что? Мы все риэлторы, мошенники. Так получается, потому что они так свое дело не ведут и не знают, как правильно продавать и что правильно продавать. Им лишь бы продавать, взять деньги. А нам, фирмам, так скажем, нормальным реальным фирмам, которые, да, риэлторские фирмы, да, вот, нам главное продавать клиенту то, что ему надо. Мы можем советовать, но настоять не можем. Человек сам думает, да, что покупать. Но мы советуем, вот это проект для этого, этот проект для этого, это для этого, это не для этого. Какой-то там высотка, не надо, пример, да. Вот так надо работать. А люди, которые ничего не понимают, либо продавать, из-за этого у нас на Кипре был хаос. Ну, что риэлторы неправильно делают, либо мошенники, либо обманули, либо киданули. Про всех я слушал, много чего говорят. По-любому про меня тоже говорят. Саня Павлик, Кидалова, по-любому говорят. Я это понимаю, потому что всем не угодишь. Всем раздавали, агентствовали. Эксперты все. Эксперты, не атакуйте на меня. Эксперт. Генерал экспертов. Я хожу, да? Черт побери. Что мне здесь от тебя взять? Я могу, максимум вот сюда пойти пока временно. И ждать твоего прихода. Итак, я поведу обратно свою королеву и задам тебе вопрос такой. Какие навыки для тебя важны в работе? Ой, какие навыки? Ну, нужно, думаю, что уметь продавать. Опять-таки к этому иду, что это недвижимость, самая дорогая вещь в мире. И одно из, как сказать, ценных, да? Вот. Нужно уметь продавать недвижимость. Не только недвижимость, вообще нужно уметь продавать. Я думаю, что не каждому суждено это делать. И нужно быть хитрым в продажах. Хитрым в каком смысле? Не в плохом смысле хитрым.
в хорошем смысле, что ты должен знать все хитрости, все эти вещи, нюансы, да, в продажах, либо после продажах, либо с документами, все должен знать. Это как комбинация, да, вот если человеку это не понравился, если это не зашел, то другой автоматически предлагать альтернативу, да. Если это не пошел, то этому. Ты видишь, что человек отходит, может, себя не устраивает. В этом смысле ты должен быть хитрым, понимать, чего хочет человек, да. Либо скажет, ой, я поеду, подумаю. Ну, поеду, подумай, уже, так знаешь, как это такое, когда на работу идешь, оставляешь резюме, CV, да, мы вас наберем. Наберут ли? И он тоже, поеду, подумаю, подумает ли, либо купит ли. Вот, такие моменты нельзя упускать. Ну, опять-таки, хитрость в том, что ты должен понимать, человек реальный покупатель или просто приехал посмотреть и уехать. Либо просто отдохнуть 2-3 дня, да, и уехать. Такие нюансы есть. И комбинация. Такие шахматы вот. Ходы, комбинации, шах и мат в конце. Вот продажа, купля, подпись. Чус. Раз уж каким-то волшебным образом весь твой путь пришел к недвижимости в основном, то какой бы ты совет дал начинающим, хорошим продавцам недвижимости на Северном Кипре? Что бы я посоветовал? Да, я сперва... Да не, отсюда уберу, пока есть время. А то потом передумаешь. Очищаем. Я посоветовал вот что. Ребята, не надо начинать, не надо лезть в нашу страну, нашу сферу. Дайте нам нормально работать. А ты плаваешь на пляже, там агентство. О, привет, здравствуйте. Не хотите недвижимость? В ресторан кушаешь, меню приносят. Не хотите недвижимость? Там пошел в казино, там, и там, например, играешь там, и приходит, о, недвижимость не хотите? Квартиру надо? Я не знаю, честно говоря, что посоветовать, потому что, ну, посоветовать либо не советовать, все равно, кто как хочет, так и работает реально. Просто я могу покупателям посоветовать реально, но посмотреть, ну, я не знаю, сколько людей будет смотреть это видео, чтобы нужно, реально нельзя шутить с недвижимостью, чтобы у тебя на руках эта недвижимость не осталась. Про начинающих агентов я не знаю, что сказать, реально. Потому что они все равно будут делать то, что они знают, или считать правильным, да. Но могу посоветовать покупателям, чтобы выбирали четко агентство недвижимость и искали, ну, узнавали, кто это, что как компания, сколько лет работают, где работали, что делали. Это несложно, в интернете все есть, да. Вот, чтобы знать, у кого, с кем иметь дело, и нормально, правильно выбирать свою недвижимость. Потому что реально многим агентствам недвижимости, я не говорю про всех, многим лишь бы что попало продавать и зарабатывать свои комиссионные, свои деньги, да. А нормальные риэлторы продают то, что клиенту нравится, хочет, и либо советуют, что может принести прибыль. Вот нужно покупателям советую, что пусть обращают внимание на такие детали. Да, конь вылетел. Давай как-то ход сделай, это мне мешает твоя эта штука. А можно я сделаю ход и потом тогда завершу? Я же тоже могу его срубить. Да. Угу. Или я этого сделал, чтобы Хорошо. срубила. Так, тогда на вот этой прекрасной ноте мы завершаем выпуск про профессиональный путь Турала. И в следующем выпуске расскажем про опыт открытия своего агентства на Северном Кипре.